Всем привет! Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с игровой мышкой 2E Gaming Hyperspeed Lite. На рынке Украины данная мышь представлена двумя цветами, в черном и, как в моем случае, ретро-белом. Стоимость составляет 899 гривен. Если перевести в доллары, то на момент выхода этого видео получается примерно 33. Мышка поставляется в стильной плотной двухсоставной картонной коробке. Помимо мышки в ней найдете руководство пользователя, совмещенное с гарантийным талоном, наклейку с логотипом бренда и набор тефлоновых ножек. Внешне Hyperspeed Lite выглядит, как говорится, стильно, модно, молодежно. Мышь практически вся пронизана отверстиями в виде крупных пчелиных сот. Выполнена в корпусе асимметричной формы и рассчитана на правшей. Размеры мышки: 123 мм длина, 66 мм ширина и 40 мм высота. Для меня огромным плюсом в данной мышке является ее вес, который без учета кабеля составляет всего 68 грамм. С эргономикой у мышки в моем случае также все отлично. Мне удобно ей пользоваться и пальцевым, и ладонным хватом. Для справки, длина моей ладони 20 см. Боковые кнопки находятся там, где нужно. Большому пальцу неудобств не доставляют. Спинка, кнопки и боковые панели выполнены из приятного матового софт-тач пластика. Покрытие мышки в сухих руках сначала может показаться немного скользким, но в разогретой ладони мышь сидит крепко и никуда выскальзывать не собирается. Ощущается мышка монолитно, нигде ничего не скрипит и не люфтит. У мышки есть две зоны подсветки. Первая — это колесо прокрутки и логотип бренда внутри спинки. При смене DPI они синхронно изменяют цвет. Вторая зона — это полоска на заднем торце мышки. У нее имеются различные режимы и цвета. Настройка производится через специальное ПО, о котором поговорим немного позже. Переходим к кнопкам управления. Для начала послушаем, как звучат левая и правая. Кнопки удобные в использовании и могут похвастать небольшой силой нажатия. Клик легкий и четкий. Микрики использованы синие Хуана на 20 миллионов нажатий. Боковые кнопки. Нажимаются приятно и четко, не болтаются, и, как я уже упоминал ранее, большому пальцу проблем не создают. Колесо прокрутки. Клик хороший, четкий, оно довольно тихое и имеет четко выраженные позиции при прокрутке. Энкодер используется механический, производства F-Switch. Кнопка смены DPI по силе нажатия и звуку не отличается от боковых кнопок. На пузике мышки присутствует кнопка смены частоты опроса, которая в данной мышке может составлять 125, 250, 500 и 1000 Гц. Также здесь есть переключатель, с помощью которого возможно позонное включение или отключение подсветки, а также он даст возможность полностью выключить всю иллюминацию. Ножки выполнены из тефлона и имеют закругленные края. Выступают над корпусом прилично, к их долговечности это точно плюс. Скользит мышка отлично, так что к ним вопросов нет. Кабель у мышки несъемный, имеет длину 1,8 метра. Покрыт нейлоновой оплеткой, напоминающей паракорд. Он гибкий и достаточно неплохо распрямляется. При использовании мышки, учитывая ее вес, кабель дискомфорта не вызывает. Защита от перегиба есть, но лично я бы хотел, чтобы она была чуточку приподнята вверх, дабы совсем исключить ситуацию с прикосновением кабеля с покрытием коврика вблизи мышки. Коннектор USB имеет позолоченное покрытие. Недалеко от него расположен небольшой ферритовый фильтр. Ну и наконец сенсор. Здесь установлен Pixar 3325 с максимальным уровнем чувствительности до 10 тысяч DPI. Это не топовый сенсор, поэтому ожидать от него чего-то сверхъестественного не стоит. Но не переживайте, он вполне себе удовлетворит все желания любого непривередливого пользователя. Если же вам понравился внешний вид и эргономика данной мышки, но хочется большей производительности, то не стоит унывать, так как у компании 2E есть в ассортименте старшая модель Hyperspeed Pro, которая внешне выглядит так же, но внутри у нее будет один из топовых сенсоров, это Pixar 3389. А также переключатели уже будут не Хуана, а Amron. Стоить она будет, понятное дело, дороже. ПО для мышки выглядит просто и вполне понятно. Оно позволяет быстро изменить настройки параметров DPI, частоты опроса, RGB подсветки, назначения кнопок и записи макросов. Также есть возможность сохранения 3 профилей пользователя. В общем, все, что нужно для настройки данной мышки, вы здесь без проблем найдете. Отличным дополнением к этой мышке может стать игровая поверхность 2E Mousepad Speed, которая у меня в варианте XL. Ее размеры составляют 450 на 800 мм, толщина 3 мм. Верхняя часть коврика, по ощущениям, это приятная гладкая ткань. Нижняя – традиционный каучук. За счет него коврик на столе совсем не ерзает. Края отлично прошиты. Да и вообще качество коврика на высоком уровне. Мышь отлично скользит по его поверхности. По итогу, Hyperspeed Lite – это стильная игровая мышка, которая подойдет для различных жанров и задач. Для непривередливого пользователя, учитывая ее стоимость, она может стать весьма неплохим вариантом.
В любом случае, я всегда говорю, если есть возможность затестить мышку до покупки, обязательно это сделайте. Тогда вы точно будете уверены в своем выборе. Коврик также, если будет возможность, зацените. Он качественный и отлично подойдет к Hyperspeed Lite, да и не только к ней. Ну а на этом у меня все. Актуальные цены на мышку и коврик найдете в описании под этим видео. Надеюсь на вашу поддержку лайками, комментариями и подпиской на канал. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, увидимся в новом видео. Покедова!